Всем привет, с вами Влад Вулкан. Сегодня я продемонстрирую вам, как влияет зацеп на возможность подтаскивать другие машины лебедкой. Часто возникает у людей вопрос, каким образом, какая машина будет сильнее тянуть, какую лебедку ставить и так далее. Так вот, обратите внимание, крокодил на цепях подтаскивает намного более тяжелый Kenworth, потому что у того шины не с цепями, и он хоть и много весит, но практически не оказывает никакого сопротивления за счет того, что находится на льду. Так что решает не только масса машины и свойства ее шин, но и наличие или отсутствие цепей. И в этом более длинном отрезке я уже без цепей. И как видите, сейчас мы, даже поставив наручник, притягиваемся к Kenworth, потому что масса. И у обоих машин нет цепей. Он тоже к нам немножко подтягивается, но незначительно. Так что зацеп решает на самом деле очень многое. И смотрите, что будет происходить дальше. Значит, я решил отъехать подальше и с разгона дернуть Kenworth. Мне это даже на удивление получилось. Не с первого раза, не сразу. Но он от рывка все же сдернулся. Поэтому, да, при попытке вытащить одну машину другой, учитывайте такие параметры, как вес, как сцепление с дорогой и, собственно, мощность самой лебедки. Ну, мощность лебедки там не совсем понятно, как считается. Она, в общем-то, у нее есть некий параметр Strength Modifier, который увеличивает какую-то силу. Но что именно он увеличивает, мне понять пока не удалось. Сейчас я заехал в сугроб и хочу попробовать подтянуть лебедку еще раз Kenworth. С учетом того, что он находится на льду, а я хоть и без цепи, но за счет сугроба буду иметь больший зацеп. Давайте посмотрим, что из этого выйдет. Как видите, я пока подтягиваюсь к нему, но как только достиг какой-то определенной точки, все еще действует ручник. Нет, это, видимо, чуть дальше будет. Пока не помогло, отъедем чуть подальше в сугроб и тащим еще раз. Шина на ручнике стоит. Пока что мы тащимся к нему, и это продолжается, но вот в какой-то момент машина уперлась, и за счет того, что все-таки зацеп снега, а на льду зацепа практически никакого, то вот мы его подтянули к себе. Что можно еще сделать? Можно еще выехать на грунт вместо сугроба. Вот тут есть такая сухая дорожка. Я нашел это видео в своих старых запасах, долго вспоминал, зачем я вообще его записывал, но, видимо, я хотел продемонстрировать, насколько важно наличие цепей, и что даже с цепями можно вытянуть даже очень тяжелую машину, очень легкую. Крокодил весит что-то около 5 тонн, а Kenworth, извините меня, за 30. Плюс там еще кран, который тоже 4 тонны добавляет. В общем, пока что по льду зацепа нет и крокодил подтягивается к нему, но как только мы выезжаем на поверхность с зацепом, а Kenworth находится на поверхности без зацепа, смотрите, что будет происходить. Пока что не хватает длинной лебедки, но вот если сделать так, оп, хватило. И теперь, пока идем, потом до какого-то момента машина упрется, как там в сугробе, и, оп, смотрите, видите, Kenworth подтягивается к нам, потому что у нас зацепа у него нет. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте колокольчик, если хотите увидеть больше таких видео.